Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник, главный редактор издания «Нефть и Капитал» Владимир Бобылев. Здравствуйте! Здравствуйте, Максим. Удар в спину. Украина и Финляндия оставят Прибалтику без газа. Пока страны Прибалтики рискуют замерзнуть, их собственный газ полным ходом уходит на Украину и Финляндию. Так что это? Отчаянная борьба за выживание или холодный удар в спину? Владимир, пожалуйста, расскажите, как там идет подготовка к зиме, запасание газа и почему вот Финляндия с Украиной вот уводят газ у бедной Прибалтики? Собственно говоря, кого интересуют судьбы Прибалтики, когда такие дела царят на мировой карте мира? Как говорил Жванецкий, какой уж тут борщ, когда такие дела на кухне. Во-первых, начнем с того, что Прибалтика с точки зрения потребления газа не самый огромный регион. А во-вторых, сейчас все силы брошены на то, чтобы помочь Украине побороться с наступающей зимой и запасти газ так необходимой стране, которая героически обороняется против поползновений со стороны своего восточного соседа. И все силы Европы бросают прежде всего на то, чтобы помочь несчастной Украине как-то отбиться от России. Ну и газ в данном случае тоже немаловажный фактор, потому что без газа не только нет отопления, но и нет электроэнергии. А как же будет тогда работать промышленные предприятия, как же будет работать тот заводик Рейнметалл, который собираются строить на Украине, за счет какой же электроэнергии он будет питаться, и кто же тогда будет там производить снаряды. Причем ради того, чтобы обеспечить Украину газом, ЕС готов бросить в топку интересы большинства его членов. И, собственно говоря, это с большим успехом происходит. Потому что я напомню, несмотря на то, что Украина категорически отвергла российский газ как концепт, и обещалась, и клялась, что не будет им пользоваться, Украина так или иначе продолжает им пользоваться. Прежде всего, Украина получает газ от своих соседей в лице Венгрии и Словакии, которые, напомню, получают газ из России через Турцию по газопроводу «Турецкий поток». Ну и, собственно, то, что они могут позволить себе отправить Украине, они отправляют. Причем объемы эти, прямо скажем, достаточно немаленькие. Другое дело, что Венгрия и Словакия уже устали снабжать Украину газом по причине того, что, во-первых, им тоже надо готовиться к зиме и тоже надо запасать газ. Во-вторых, за газ надо платить. А напомню, что цены на газ в Европе сейчас составляют около $400 за 1000 кубометров. И, естественно, никто не собирается предлагать Украине газ по долгосрочным контрактам, которые априори всегда дешевле, чем покупка на спотовом биржевом рынке. Соответственно, Венгрия и Словакия закупают газ отнюдь не по $400 у России, и передавать этот газ бесплатно или по той цене, по которой они купили, естественно, это нецелесообразно. Поэтому газ продается по биржевой цене. А вот денег на газ у Украины особо нет, потому что страна находится в состоянии банкротства. Вот сегодня Украина заявляла о том, что ей понадобится на будущий год порядка $60 миллиардов, и это только, что называется, на жизнь, это не включает в себя поставки вооружений. А платить Украине какие-то средства для того, чтобы она закупила газ, тоже никто особо не хочет. И у Украины, в общем, в бюджете огромная дыра, закупить газ не на что. Но есть добрые люди, которые в Украине газ все-таки поставляют. Насколько они добрые, это вопрос, потому что поляки за тот газ, который они покупают, естественно, сдерут с Украины втридорога. Собственно, Туск заявлял о том, что для нас помощь Украине – это не то чтобы благотворительность, а это бизнес. Мы на этом должны заработать. А Польша, которая поставляет на Украину газ, собственно, покупает его сама в виде сжиженного газа у США. У Польши есть терминал в Свиноустье, где американский газ превращается в уже как бы традиционной формы метан, который по трубам уже поставляется на Украину. Собственно,
Почему получается так, что Прибалтика без этого газа остается? Ну, потому что Прибалтика, тоже отказавшись от российского газа, закупает его в виде сжиженного газа и делает это тоже, в принципе, в основном через Польшу. Ну и плюс ко всему, там есть возможности приобретать газ с других терминалов. Ну, Польша один из основных поставщиков. А, а что касается терминалов, которые находятся в самой Прибалтике, то, видите ли, этим терминалом владеет польская компания «Орлен». Поэтому, собственно, то, что приходит на этот терминал, именно Польша и польская компания решает, куда потом дальше это отправить. Ну, так вот, собственно, этот газ поставляется на Украину. Плюс ко всему, частично газ поставляется в Финляндию, потому что в Финляндии тоже есть свой терминал, но он сейчас не работает и до конца месяца работать не будет. Он находится на технической профилактике, и он ушел, собственно, насколько я помню, в Данию, где он будет ремонтироваться, приводиться в порядок для того, чтобы работать дальше. А газ нужно запасать уже прямо сейчас. И одно из крупнейших ПХГ в Прибалтике, оно заполнено газом, по-моему, на примерно чуть больше половины. Сейчас он находится где-то 1 250 000 000 кубометров. То есть, соответственно, им нужно закачать до начала отопительного сезона еще столько же. А вот технически это сложно будет сделать, потому что, ну, во-первых, несмотря на то, что газ фракции чрезвычайно летучая, так или иначе все равно для того, чтобы закачивать газ, требуется какое-то время, и пропускная способность газопроводов не позволяет это делать быстрее, чем это технически возможно. Поэтому у прибалтийских стран есть существенный риск того, что газа им может на ближайший отопительный сезон не хватить. И если там все кидаются спасать Украину от газового кризиса, изыскивая различные возможности, чтобы поставить туда газ, и то не всегда получается, то кто будет заботиться о несчастной Прибалтике, которую, по-моему, страны ЕС и страны НАТО уже заранее начинают списывать со счетов, видимо, считая, что война с Россией будет продолжаться до последнего украинца, а потом, видимо, до последнего прибалта, потому что вот он форпост, который находится между злобной Россией и прекрасным Европейским Союзом. Ну вот, пускай об этот форпост русские поцарапают кулаки или там смажут ими траки своих танков, ну а там дальше, если уж они как до нас, европейцев, доберутся, вот тогда мы им покажем. Поэтому похоже, что действительно странам Прибалтики придется этой зимой не то чтобы затянуть пояса, а вот надеть свитера, ну, похоже на то. Владимир, такой вопрос. А почему вдруг Финляндия в стане отстающих? Эта страна же вроде многие годы сидела на трубе из Ленинградской области, бед не знала, и почему-то вдруг решила, что они сами с усами и совершенно прекрасно справятся. Не справляются? Почему они там трубу не кинули к норвежским соседям? Откуда они вообще питаются? Вообще, на самом деле, ситуация сложная, потому что действительно Финляндия раньше покупала газ в России и чувствовала себя прекрасно. Но напомню, что финны, видимо, в силу долгих и застарелых обид, первыми отказались от предложенной еще в 2022 году России схемы оплаты газа рублями. Причем и схема была достаточно комфортная. Напомню, что в принципе, зарубежные компании могли платить в той валюте, в которой им удобно, просто Газпромбанк конвертировал эти деньги в рубли, рублями осуществлялась оплата за поставки газа, и, по идее, все было хорошо. Но в этом стане тех, кто на тот момент договорился, ну, тогда еще тренд на полный отказ от российского газа в Европе не возобладал, поэтому, в принципе, каждая страна решала эти проблемы сама, как могла. Многие из стран, ну, и согласились на эту схему и какое-то время после этого газ получали. Ну, а в лидерах борцов с российским газом оказались Финляндия и Болгария, которые сказали: нет, для нас эта схема неприемлема, мы категорически отказываемся. И с этого момента финские энергокомпании перестали получать российский газ.
Вот тогда начались мытарства по поводу того, где его брать, и Финляндия тогда лихорадочно стала искать возможности для поставок газа. Одной из этих возможностей стала поставка СПГ. У Финляндии завелся собственный газовый терминал, на который приходил газ, ну, оттуда, где его удавалось купить. В основном газ американский. Ну, вот сейчас так получилось неудачно. Началась профилактика на этом СПГ-заводе плавучем, и он ушел чиниться. Вот таким образом, соответственно, получается, что поляки и польская Орлен снабжает Финляндию газом. Ну, вот так получилось в ущерб Прибалтике. Но, видимо, для Европы Финляндия более ценный союзник, чем несчастная Прибалтика, проблемы которой не очень кого-то волнуют. Почему вот Финляндия, которая как бы понимает, что Прибалтика тоже небольшая страна, и то, что вот латвийский ПХГ Винчуканца, он достаточно маленький, потому что там грунты не позволяют, и единственный. Почему они запитались именно от этого ПХГ? Почему они там в Норвегию не пошли, ну, где попроще с газом? Ну, во-первых, есть технологические сложности. Во-вторых, Норвегия тоже не сильно готова делиться своим газом. Она готова делиться электроэнергией. А вот что касается поставок газа, поставки идут в основном в Европу и отнюдь не в Финляндию. Сама же Норвегия в основном реализует углеводороды на экспорт, поскольку гидроэнергетика Норвегии позволяет стране не, ну, практически там избегать сжигания газа или уж, не дай бог, нефти для производства электроэнергии, поэтому вот в принципе как бы и в этом в том числе возникает проблема, поскольку технологически как-то переправить необходимый ресурс в Финляндию не получается. Ну, самой оптимальной была схема поставок из России, но Финляндия от нее отказалась, поэтому приходится сейчас выкручиваться так, как получается. Вот данная история в Прибалтике, Финляндии, там, по поставкам в Украину, это как-то сказывается на общеевропейском газовом рынке? Там кто-то напрягается по этому поводу, может, из-за этого цена растет, или это все достаточно небольшие объемы? В принципе, для европейского рынка объемы прибалтийские, они действительно небольшие и особой погоды не делают. Поэтому, как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Ну и плюс ко всему, прибалты всегда вели себя как такие верные сторонники любых поворотов европейской политики. Они всегда поддерживали санкции, поддерживали борьбу с российскими энергоресурсами. Поэтому ожидать, что кто-то из там, Литвы, Латвии или Эстонии, как Петр Сияртов, вдруг выйдет и скажет: а вот нам неудобно, у нас тут, видите ли, энергобезопасность страдает, поэтому будьте любезны, предпримите что-нибудь, потому что нам нужны российские энергоресурсы, сделайте для нас исключение, мы будем их все равно покупать. Вот таких людей там нет. Видимо, наверное, лидеры этих стран не очень беспокоятся по поводу благополучия своего населения и энергобезопасности своих стран, поэтому, ну, приходится как-то в угоду поддержки европейского курса чем-то жертвовать. Ну, жертвовать приходится собственным благополучием. Но отважные прибалты готовы пожертвовать собственным благополучием ради того, чтобы вот двигаться в курсе и в русле европейских тенденций. Ну, что ж поделаешь, за политические идеалы приходится платить зачастую достаточно большую цену. Владимир, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Нефти Капитал. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Исключительно благодаря вашей финансовой помощи. Спасибо, до новых встреч.